Чудесно вернуться в Россию. В первую очередь, любящее приветствие от моей семьи, моя жена, мы 2 мальчика. Один уже 3 года выше, чем раньше. Мне очень нравится этот тур, 6 стран. Я был в Украине, потом Беларусь, Сербия, Черногория. Я много скучаю по своей семье каждый раз, но каждый раз я знаю, что куда бы я ни поехал, везде нужна надежда и воодушевление. Не знаю, нужно ли повторять свою историю. В 1982 году я родился в Австралии, сейчас мне 33, я живу в Калифорнии. Я родился в Австралии, женился в Америке на японо-мексиканке. Так что интересно складывается судьба. Мы с женой сейчас 4-летний юбилей отметили. У нас есть такая страсть воодушевлять людей. Мы написали вместе книгу, мы говорили вместе на событии помолвки. И это была любовь с первого взгляда. Я аж своих ног не чувствовал. Было чудесно увидеть, как чудо может случаться из сломанных частей, если дать сломанным частям шанс. Когда я ходил в школу в Австралии, я вообще не думал, что я когда-либо буду счастливым и что у меня когда-то будет цель. И уж, конечно, я не знал, что когда-то женюсь. И как бы я смог подержать за руку свою жену, и как бы я смог взять своих детей на руки. Но сейчас мой сын, я не могу обнять его, но он может обнять меня. Это самое чудесное в жизни. Вы не знаете, самое прекрасное бывает за углом. Некоторые люди думают, будущее неопределенно, лишь бы выжить. Я знаю это на своем опыте. Особенно молодые люди. Я думаю, им нужно воодушевление. Не надо обращать внимание на то, как вы выглядите, на то, что люди думают о вас. Деньги не основаны на деньгах, богатстве, сексе, алкоголе, наркотиках. Неважно, сколько у вас этих временных вещей, ваше счастье будет временно. Но с верой в Бога, в своей семье я нашел силу и воодушевление, которые мне нужны. Я никогда не думал, у меня 2 высших образования в бухгалтерском деле. Я сейчас уже путешествовал в 57 стран, 3000 речей дал. Я говорю, что я бегу так быстро, что мои ноги за мной не успевают. Но мне нравится хорошо проводить время, серфинг, гольф играть, плавать, ловить рыбу. Я всегда говорю людям, неважно, что бы с вами ни происходило, всегда есть надежда. Всегда нужно быть положительным даже в негативных ситуациях. Даже если не случится чудо, вы сможете быть чудом для кого-то еще. И я никогда не забуду, 9 лет назад я встретил маленького мальчика в Калифорнии. Без рук, без ног, точно так же, как и я. Я подумал, если бы я хоть одного человека сделаю счастливым в жизни, то моя жизнь того стоила. Я рад за то, я благодарен за то, что я жив. Я путешествую по миру, и у разных стран разная степень прогресса с инвалидами, в сообществе, в удобствах. Я пишу свои книги, и я говорю людям в России, в частности, чтобы они никогда не сдавались, чтобы больше россиян помогали россиянам. Очень просто быть эгоистичным, очень просто фокусироваться на том, что тебе нужно, куда тебе идти, чего ты хочешь. Но удивительно, что когда россияне помогают другим россиянам, это помогает вам. Это чудесное лекарство в вашем сердце, которое помогает другим людям. Это моя история. У вас будут вопросы. Я президент и основатель благотворительной организации «Жизнь без границ». С этой организацией я езжу по миру практически за бесплатно. Отдаю 6 месяцев своего времени о том, чтобы говорить о вере в Иисуса. Моя вера в Иисуса началась с 15 лет. И я уверен, что без Бога я не был бы тем, кем я сегодня являюсь.
И я могу говорить свободно о своей вере в этой организации. И моя компания, собственно, которая меня посылает, это компания для мотивационных спикеров. Я распространяю с их помощью свою историю надежды и счастья. Конечно, я не супергерой, у всех у нас есть взлеты и падения, но я хочу, чтобы в вашей жизни эти принципы, которые я внедрил в свою жизнь, которые изменили мою жизнь, жизнь бесконечностей в жизнь без границ. Я надеюсь, что моя история воодушевит кого-то, особенно подростков здесь, в России. Спасибо. Беспокоен ли я о других городах? Мне очень жаль, что Новосибирск отменили из-за продаж билетов. Мне жаль всех новосибирцев. Но куда бы мы ни поехали, в разных культурах, я был в 57 странах, я был в странах, где они действительно презирают инвалидов. И мне говорят: Ник, ты никак не повлияешь на людей в этой стране. Говорю: никогда не знаешь, пока не попытаешься, так что пытаться нужно. Надежда — это все для нас. Если приносишь надежду, это то, чего нельзя купить за деньги. Мы хотим, чтобы люди сами себе нашли надежду. Мы не обеспокоены тем, чтобы ехать в другие города к концу апреля. И того я посещу 60 людей, 6,5 миллионов человек в аудитории. И увидят 1,5 миллиона человек. Всегда есть обещание. С любой страной, где есть нестабильность, всегда есть надежда. Для каждой семьи. Я верю, что с моей верой в Бога, с моими молитвами, некоторые люди ищут цель, но не могут найти. Они думают: как может человек без рук и ног улыбаться? Как может человек без рук и ног излучать такую любовь? Поэтому я делюсь своей историей. Если я кого-то хотя бы воодушевил, замечательно. Для меня более высокая цель. Дело не в достижении, а дело в том, чтобы быть, наслаждаться и жить. Спасибо. Пару советов житейских именно для русской аудитории. Для русских. It's not tailored. It's not tailored. There is nothing specific to the... Ничего такого специального для России. Нет ничего специального. Ничего нет такого, что не подходило бы другим людям. В первую очередь нужно воплощать в себе любовь. Все, что вы делаете, делайте это с любовью. В вашей жизни, с вашими друзьями, на вашей работе всегда быть позитивным, смотреть на чей-то пример, смотреть на окружающих, что они хотят достичь, помогать им достичь это. Но просто быть добрым. Если бы я что-то кому-то посоветовал, я бы просто посоветовал не спешить, смотреть людям в глаза. Не просто смотреть на них: как дела, все нормально, я занят. Все. У всех что-то негативное происходит. Но не спешите, посмотрите людям в глаза. Когда смотрите им в глаза и улыбаетесь, то подсознательно вы на самом деле передаете им сообщение любви, что вы любите их, вы заботитесь о них, что у вас есть достаточно времени отвести на них. Когда просто говорите: как дела? Все нормально. Нет, на самом деле, спросите второй раз: на самом деле, как у тебя дела? Может быть, помолиться о тебе? Можно ли сделать что-то для твоей семьи? Это дух щедрости, выраженный словами. Дух щедрости, выраженный вашей добротой, прощением, вашей благодатью. Это самый замечательный способ жизни. Эти люди, я думаю, будут жить дольше всех, которые не спешат и понимают, что каждый, с кем они контактируют, это не совпадение, но в них нужно вкладывать позитивный подход, воодушевление. Спасибо. Ник, у меня такой вопрос. Это ваш второй визит в Россию, и хотелось спросить ваши впечатления от первого визита. И был ли человек или какая-то встреча, которая запомнилась вам больше всего, поразила вас? I'm just thankful for Maxim and his team. Благодарю Максима и его команду. Они очень тяжело работали, ждали терпеливо 3,5 года, чтобы меня заполучить сюда первый раз.
Не всегда все гладко было. Что-то было трудно, но если мы можем двигаться дальше вместе, исполнять контракт, я знаю, что в сердце Максима есть желание воодушевлять людей. И самые воодушевляющие люди — это Максим и Вероника, которые воодушевляли меня. И как вас полностью зовут? И ваша вся команда, причина, почему они все это делают, это внедрить такое изменение. Почему издательство публикует эти книги? Потому что они верят, что не только нужно это послание людям, но они верят, что людей это послание изменит. Единственная причина, почему я делаю что-то, почему я сажусь в самолет, пишу книги, единственная причина, почему я работаю с людьми, я действительно верю, что изменения должны происходить, и всем нужно воодушевление. Мне очень понравился ток-шоу с Андреем Малаховым. Мне говорили, что оно повторялось снова, снова и снова. И россиянам очень понравилось. И мне понравилось время с ним. И я жду, когда я снова его увижу.